Здравствуйте, я рада всем начинающим рукодельницам. Сегодня я хочу показать, как из цепочки воздушных петель сделать кольцо, которое обычно становится началом очень многого вида изделий. Закрепили первую петлю и начинаем вязать цепочку из воздушных петель. У меня, как всегда, нить максимально толстая, чтобы было понятно. Конечно, если вы возьмете тонкую нить, то и цепочка, и само ваше кольцо будет намного меньше. Давайте сделаем его большим, чтобы вам было понятно, как оно выглядит и как вяжется. Провязали несколько петель, и теперь мы его можем соединить в кольцо. В своем предыдущем видео я говорила, что первый ряд всегда сложный, он всегда перекручивается, очень сложно, особенно начинающим, правильно выдерживать ровность ряда, чтобы вводить крючок именно под верхние дольки петли предыдущего ряда. Вот так вот соединяем. Протянули, протянули. Я могу сказать, что нет никаких фундаментальных принципов. Знаю, что многие делают это соединение так, как удобно. Главное соединить. Вот мы получили это кольцо из воздушных петель. Дальше можем продолжить вязание и сделать основу, возможно, например, нашего будущего подсвечника. Делаем воздушную петлю подъема, она обязательно, по крайней мере в самом начале, для того, чтобы не мучиться и не выискивать верхние дольки предыдущего ряда. Первый ряд основания вяжем просто вовнутрь кольца. Это делается легко, мы свяжем его столбиком без накида. Вводим крючок вовнутрь кольца под саму цепочку, захватываем рабочую нить с указательного пальца, вытягиваем ее, получаем 2 петли, опять захватываем рабочую нить и протягиваем в эти 2 петли. Дальше продолжаем то же самое, до тех пор, пока мы не обойдем столбиками без накида полностью все наше кольцо. Важно смотреть, чтобы этот второй уже ряд, по сути, не был не очень тугим, не очень свободным, чтобы не стянуть или не разболтать наше вязание у самого начала, у самого основания. Вот так. Слежу, если нужно подтянуть, подтягиваю аккуратненько, если не нужно, оставляю как есть. В любом случае, понимание того, насколько нужно затянуть, сколько столбиков нужно провязать, у вас придет и с опытом, и даже визуально вы видите, каким оно получается. Вот здесь я уже начинаю прятать ниточку. Опять-таки, нет никаких особых правил, как спрятать нить. Главное ее спрятать максимально аккуратно. Вот так мы закончили наш первый ряд, нашу основу для подсвечника, для подстаканника, возможно, для красивой салфетки. Я надеюсь, что видео было понятным. Пожалуйста, если вам нравится, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. Желаю вам успехов!